привет! Сегодня у меня в руках епюровый монстр. Это рубашка моей заказчицы, которая выглядит абсолютно банально. Она очень насыщена своим рисунком, то есть она даже, можно сказать, сильно оляпистая. Она ее носить не хочет, не желает. Когда-то, может быть, она ее носила, но сейчас другие времена. Мы будем приспосабливаться к этим временам. Наша задача – видоизменить эту рубашку. Что мы будем делать? Мы из этой вещи, вот из этой вещи мы сделаем две замечательные блузки. Одна у нас будет на основе рубашки. То есть здесь мы сохраним воротник и сохраним вот эту планку, которая у нас с пуговицами. То есть у нас такая будет модненькая вещица, которую мы разбавим вот такой вот тканью. Вот я запаслась тканью. То есть в этом случае я буду использовать, конечно же, вот этот материал, вот этот епюр, он у меня эластичный, поэтому я купила эластичное трикотажное полотно, которое у меня с вискозными волокнами, оно очень подходит, тем самым черная ткань, она разбавит вот эту всю оляпистость, придаст ей новый свежий вид. И другая у нас блузка будет таких женственных форм, мягких форм, на основе туник. Туник все знают, что это такое, мы полюбили его и очень применяем в нашей каждодневной, повседневной жизни. Мы носим на пляже, мы носим в офисе, мы носим просто везде. Даже можно встретить пальто в стиле туник. То есть вот этот туник, который очень простой силуэт, мы будем сегодня прорабатывать. Мы сошьем две блузки, и вы увидите, насколько можно видоизменить вот такую вот страшную, абсолютно вышедшую из моды вещь. Я уверена, что в вашем шкафу тоже такой ужастик обязательно найдется. То есть не отчаивайтесь, запаситесь тоже тканью, комбинируйте, и у вас получится абсолютно исключительный результат. Сейчас я покажу вам, как это сделать. Что мы будем делать с этой вещью? Мы должны сохранить воротник и сохранить вот эту планку, где у нас пуговицы. Важный момент. На воротнике вам нужно поставить булавки там, где у нас есть плечевой шов. Это нужно сделать на воротнике. Вот здесь я ставлю. Также мы определяем по воротнику центр. Это наша спинка. Центр воротника. Тоже поставили здесь одну иголочку. В дальнейшем это нам пригодится, чтобы сделать нашу новую выкройку. Дальше. Мы должны отрезать, в моем случае, если в вашем случае надо отпороть, вы отпарываете вот эту планку и оставляете припуск. Это где-то примерно будет сантиметр. Там, где у нас пуговички, вот это у нас центр, там, где у нас пуговица. Сколько у нас здесь сантиметров измеряете до сгиба. То же самое вам нужно отмерить здесь, начертить линию, плюс маленький припуск сантиметр, и все это дело отрезать. Дальше. Вот мы все это снимем. И у нас останется без воротника, без планки вот такие детали. Это будет у нас полочка, две детали, рукав и, естественно, спинка. Что мы будем делать? Вы просто по шву все это режете, все это вырезаете и раскрываете ваши детали, уже выкройки будущей. И уже потом мы будем делать новую выкройку. Вот так. Мы нашу блузку «Монстр», всю ее полностью распороли и получили детали кроя. Вот здесь у нас воротник, который мы будем использовать для второго варианта, для нашей другой рубашечной туники. То есть здесь у нас четко видно, что у нас есть иголка, это центр спинки, и плюс другая иголка, которую мы поставили, это плечевой шов. Потом у нас есть планка с пуговицей и с петлей, вот она готовая, и спинка. То есть мы вырезали все швы, и у нас осталась вот такая большая деталь, это спинка, и две детальки, это две полочки. В моем случае в первой блузке я буду использовать только вот этот кусок, это спинка, это наиболее целостная часть, которую я пущу как декоративный элемент вот этот вот. В чем преимущество епюра, хочу сказать? Епюр – это такая вещь, которую мы можем разворачивать в любом направлении. То есть, если у нас здесь не проходит по ширине, я могу его вот так вот развернуть. То есть ничего не теряет. Рисунок тоже становится интересным, он переворачивается. Усадки у нас не будет из-за того, что это синтетическое волокно, поэтому не бойтесь. Используйте ткань на ваше усмотрение. Итак, мы убираем вот этот кусок полочка. Для меня она не нужна. Использую для первого варианта только спинку, и для второго варианта я держу две планочки, которые у нас будет наша застежка, и тот же самый воротничок. Вот и все. Так, приступаем к выкройке. Чтобы построить выкройку Т-образного силуэта, то есть, иными словами, туник, нам нужно всего две мерки. Это длина изделия и обхват бедер. Начинаем с сетки нашей выкройки. Здесь, на нашей кальке, на нашей специальной бумаге для выкройки, мы откладываем вот так вот длину изделия. В моем случае это 70 сантиметров.
Вот такая вот длина изделия будет у моей заказчицы. Ставим 2 точки. Вот эта мерка, это у нас длина изделия. Следующий этап. Определяем ширину изделия. Как же нужно определить ширину изделия? Для этого нам нужна другая мерка. Это обхват бедер. Снимаем обхват бедер. Из-за того, что у нас такой силуэт свободный, это туник, нам нужна прибавка на свободное облегание. Эта прибавка будет достаточно широкая, достаточно большая. Я использую 10 сантиметров. И эту величину мне нужно потом поделить на 4. То есть для вас обхват бедер плюс 10 сантиметров на свободного облегания поделенный на 4. Вот эту вот величину вам нужно провести здесь, чтобы определить ширину нашей будущей туники. Итак, я все свои измерения сделала для клиентки, и у меня получается 34,5 сантиметра. Итак, от верхней точки я откладываю 34,5 сантиметра по горизонтали. Вот, у меня уже это готово. То же самое я делаю снизу. Формирую тем самым низ изделия. 34 сантиметра. Очень просто. Когда в первый раз вы слышите слово «выкройка», может быть, даже для начинающих это немножко страшно. Поверьте мне, нет ничего страшного. Тем более сегодня у нас такая очень-очень простая выкройка. Это наша туника, которая у нас превратится в замечательную вещь. Итак, мы отложили нашу величину, которая у нас, как мы уже сказали, это обхват бедер плюс 10 на свободное облегание, поделенное на 4. Для каждой из вас будет своя мерка. И таким образом мы завершаем построение нашей сетки. Соединяем вот эти 2 точки вот таким образом. И у нас готова сетка. Что делать дальше? Теперь мы формируем горловину. Горловину мы формируем по вашему вкусу. Я взяла для моей клиентки из-за того, что она хочет, чтобы это была немножко такой открытая вещь, я делаю для нее горловину немножко широкую. Вот этот угол, здесь мы будем делать наши замеры для горловины. Я использую ширину 16 сантиметров. Вот такая у меня достаточно широкая. То есть, если она будет вдвойне, вы представляете, какой у нее будет такая, как лодочка, немножко углубленная к низу. Это для нее. Вы можете себе сделать что-то поуже, можете сделать V-образный вашу горловину, сформировать, как вам нравится. Для моего случая это 16. Вот здесь по горизонтали мы откладываем и ставим такую жирную точку. Теперь опускаемся вниз. Для спинки, то есть у нас здесь как идет для нашей выкройки, и спинка, и полочка, это будет одна единая выкройка. Сначала мы будем выкраивать спинку по той же выкройке, а потом перейдем по той же выкройке к нашей полочке. Итак, вниз я опускаю для спинки 7 сантиметров. Вот здесь ставлю вот такой крестик, такая жирная засечка, чтобы я не перепутала, где у меня перед, где у меня спинка. И вы будьте внимательны. И вниз, опять же, от этой центральной точки я опускаю 16 сантиметров. Вот настолько, вот она у меня будет глубокая, 16 сантиметров. Вот здесь у меня это перед. Что делать? Теперь я от руки, вы можете использовать круглое лекало, проводите линию горловины. Это такой будет полукруг. Соединяете тем самым точки. Вот таким образом. Очень красиво получилось, да, хорошо. И вторая линия у нас идет для спинки. Вот. Очень красиво. То есть для вас этот может быть V-образный воротник, какой-то квадратный интересный воротник. Моделируйте сами, делайте по вашему вкусу. Итак, что же делать? Дальше переходим. Вот здесь, где у нас конец нашей сетки, мы будем делать плечевой шов. Как его сделать? Мы опускаем здесь на 3 сантиметра. То, что надо. И потом через эту точку, которую мы поставили, и от точки вершины плеча мы проводим вот такую линию. И продолжаем ее. Здесь у нас плечевой шов, который тем же образом нам дает длину нашего рукава. Определите, какая для вас будет длина. Мы длинный рукав не хотим. Мы хотим рукав 3/4, чуть-чуть выше локтя даже, я бы сказала. Потому что у меня будет рукав широкий, и я не хочу, чтобы у меня был широкий и длинный рукав. Я его сделаю немножко укороченным. Итак, что нужно сделать?
Вот здесь я отмеряю 15 сантиметров от этой точки, где мы опускали на 3 сантиметра. Я отмеряю 15 сантиметров. Это то, что мне нужно. И вниз ширину, параллельно вот этой линии, я опускаю ширину рукава. У меня это будет 25 сантиметров. Ставлю точку. Рукав готов. Теперь, что же осталось сделать в этой выкройке? Она у нас уже почти готова. То есть мы имеем боковой шов, который сейчас мы его будем формировать. Как мы знаем, в тунике он идет такой закругленный. То есть у нас он примерно на уровне талии заканчивается. И вот такую дугу мы делаем от руки. В чем все преимущество вот этого раскроя, вот этой выкройки туник? Все идет на глазок. То есть вы можете сами себе определить, где у вас будет рукав, какой у вас будет низ, какая у вас будет горловина. То есть все, что вам нравится. Итак, у нас выкройка готова. Что делать дальше? У меня есть замечательный вот этот вот епюр, который будет замечательным, был очень некрасивым, теперь он будет замечательным. Вот это у нас будет, значит, такая деталь, которая украсит нашу вещь. Она, как мы сказали, у нас будет из черного вискозного волокна. Итак, я хочу, чтобы она у меня проходила в центре, такая широкая полоска. Для этого вот этот вот участок, который у нас длина изделия, я хочу его поделить на 3 части. И 1/3 часть как раз это будет наш вставной такой красивый кусочек. Итак, сколько у нас было здесь? 70. 70 поделить на 3 у нас получается 23 и сколько-то десятых. Мы их округлим, нам такие тонкости не нужны, мы дом не строим. И отмеряем вот такие вот точки. Это 23,3, скажем так. И вот здесь тоже. Теперь проводим вот такие вот горизонтали, параллельно низу. Они у нас готовы. Значит, что у нас получается? Вот этот кусок, вот этот у нас и будет епюровый кусок. Но этот епюровый кусок я не хочу, чтобы он продолжался в рукав. Я хочу, чтобы у меня рукав был один из однотонной ткани, из черной ткани. Поэтому здесь у меня будет, я его буду срезать, у меня будет отдельная деталь. Вот так я рисую ножницы, здесь ножницы. Мы потом в дальнейшем эту выкройку разрежем, чтобы накладывать уже на детали кроя на ткань. То есть и здесь у меня будет отдельный рукав. Вот я здесь пишу для себя и для вас. Вот рукав. Первая деталь полочка. Вторая деталь епюр. И третья деталь это тоже низ полочки. Низ полочки. Что делаем дальше? То есть прежде чем разрезать всю ее на кусочки, нашу выкройку, мы должны раскроить спинку нашего изделия, которая будет у нас цельная. То есть мы вырезаем сначала по контуру всю нашу выкройку, по линии горловины спинки, вот это все срезаем и начинаем раскраивать сначала спинку, отложим ее в сторону, а потом уже выкройку мы разрежем по нашим линиям конструктивным и уже будем отдельно вырезать нашу переднюю половинку нашего изделия. Итак, начнем. Теперь для раскроя мы используем сначала ту же самую выкройку, так как она есть со всеми линиями, пока ее не разрезаем. То есть мы ее вырезали просто из бумаги, горловина спинки, помним об этом, и обводим, просто-напросто накладываем на ткань и сначала кроем спинку. Ткань складываем пополам, лицевой стороной внутрь, уравниваем. Формируем красивый сгиб, без всяких заломов. Учитываем, чтобы наша выкройка прошла по ширине. Столько, сколько нужно, ни больше, ни меньше. Так вот у меня получается. И начинаем прикладывать нашу спинку. Отлично.
чуть-чуть побольше я вот здесь оставляю, чтобы у меня припуск вошел. Итак, по сгибу. Сгиб — это у нас центр изделия. Скалываем булавочками, чтобы у нас наша выкройка не скользила по ткани. Таким образом расправляем все это дело. И нам нужно будет все это обвести. Это наша спинка. Потом мы уже будем из этой же спинки формировать нашу полочку. Так, берем линеечку, такую покороче, и обводим. Мелочек, заточенный хорошо. Горловина, пожалуйста. Таким образом я ее формирую. Рукав. Продвигаюсь. Здесь мне нужно вот этот изгиб, чтобы у меня получился красивый. Обводим контур бокового шва и низ нашего изделия. Вот таким образом. Очень хорошо. Здесь я ставлю засечку, что у меня центр изделия. Вот. Теперь я должна отколоть свою выкройку и нанести припуски. Я ее откалываю, откладываю в сторону для дальнейшего моделирования. И припуски. Какие припуски? На низ я оставляю 2 сантиметра. Больше не нужно. Так. Боковой у меня идет полсантиметра. Для эластичных вещей столько надо. Тоже больше оно ни к чему. Оно, если у вас больше вы оставите, придаст вам толщину этому шву и будет не очень аккуратно смотреться в целом. Плечевой шов по тому же принципу 0,5. Проведите линию таким образом. И горловиночка тоже 0,5. Здесь из-за того, что она закругленная, больше нам не нужно, потому что все остальное будет мешать. Ну, теперь мне осталось только вырезать вот этот кусочек. Я его тоже скалываю, чтобы он мне нигде не мешался. Вот здесь вот, чтобы ничего у меня не скользило, в принципе. Для этого я его буду скалывать. И по припуску я вырезаю. Рукав у нас тоже 2 сантиметра на подгибку. У меня она тоненькая будет, красивая, воздушная. Из-за того, что ткань трикотажная, не надо много делать. Даже 2-1,5 сантиметра или сантиметра оставьте, этого будет достаточно. И вырезаю вот таким образом. По припуску. Припуск 0,5, такой же припуск, как со спинки. Мы тот же самый припуск должны сделать и на нашем переднем полотнище. Те же самые припуски. Все, почти готова наша спинка, очень красиво. Я вокруг нее ткань не двигайте, двигайтесь вокруг ткани вы. Вот, очень хорошо. Все, со спинкой мы закончили, она у нас готова. Теперь мы переходим к полочке, к нашей передней половиночке. Сейчас я покажу, что делать. Спинка у меня уже готова, теперь я приступаю к передней половинке. По нашим линиям, которые мы себе наметили, мы должны выкройку разрезать. Начинаем с рукава. Мы здесь написали, что это у нас рукав. И по этой линии мы его срезаем. Пожалуйста. Таких деталей у нас будет 2. Потом, здесь у нас будет гипюровый кусок, здесь у нас будет трикотажный кусок и трикотажный кусок. Опять разрезаем. Готов у нас низ. Разрезаем гипюровый кусок. Готов. И отрезаем нашу горловину спинки. Она нам теперь не нужна. Мы делаем горловину полочки, которую мы ниже сформировали, красиво нарисовали. И вот так вот она нам теперь не нужна. Мы ее выкидываем. То есть мы имеем верх горловины, первая деталь. Потом следующая деталь — это наш гипюр. Вниз наша нижняя часть. И плюс наш вот такой рукавок. 1, 2, 3, 4 детали. Вот и все. Дальше делаем все это на ткани. Остаток ткани я сложила,
разрезанные детали я укладываю на ткань. Каким образом я укладываю? Я смотрю, чтобы они у меня все уместились. Итак, у нас нижняя часть, у нас верхняя часть и у нас рукав. Вот таким образом я поставила, вот так у меня умещается для моего размера. Если у вас размер меньше, у вас какой-то по-другому может быть раскладка. То есть у меня все эти кусочки, все эти мои детальки смотрят по долевой. Долевая – это у нас вот так вот это вот наш сгиб, это наша долевая нитка. Для меня это очень важно, потому что в дальнейшем, чтобы у меня при стирке не было усадки отдельных частей, не было деформации нашей одежды. То есть таким образом вот рукав по долевой нитке смотрит, верхняя часть по долевой нитке и, естественно, нижняя часть. Учитываем припуски. Из-за того, что у нас припуски 0,5 см, очень-очень маленькие, эластичная ткань, нам такие нужны припуски. Мы это все учитываем. Вот так. На рукаве мы оставляем сантиметр. То же самое, сантиметр-полтора. Для кого-то 2, кто боится, скажем, кто хочет побольше оставить ткань, мы оставим 2 сантиметра. Для себя я оставила 1 сантиметр. Мне не нравятся большие припуски. Итак, мы должны все их сколоть и по припускам уже вырезать. Итак, что мы получили? Мы получили 2 детали рукава, мы получили 1 деталь, верхнюю деталь полочки, которая у нас идет сгиб здесь, засечку мы ставим, центр сгиба, это наш центр изделия по передней половинке, и нижняя часть, тоже у нас трикотажная, которая здесь у нас сгиб, та же самая засечка, и это 1 деталь, то есть 1 деталь и 2 детали рукава. Теперь переходим к гипюру. Мы переходим к гипюру. Что мы делаем? Я его складываю вот таким образом. Формирую сгиб. Вот у меня, пожалуйста. Все прекрасно видно. И вот эту деталь, которую мы обозначили как гипюровую деталь, я ее прикладываю вот так сюда. Вот здесь у меня будет сгиб. Скалываю иголочкой. Так, вот тут у меня все заходит очень хорошо, то есть акрибоз, все конкретно получилось, зашло, отлично, мне это нравится. Если ваша вставка гипюровая не входит в вашу спинку, которая самая большая деталь, вы можете стачать 2 полочки вместе, раздвинуть как бы, стачать 2 рукава между собой, получить большую плоскость и там уже поработать вот с этой деталечкой, как она у вас войдет. У меня все заходит сантиметр в сантиметр, можно сказать, то есть припуски у меня здесь минимальные, вот здесь у меня сгиб, и боковой шов, где у меня здесь будет, у меня тоже 0,5 сюда отлично входит. Итак, я приколола, теперь мне нужно обвести и по припуску вырезать. Припуски у меня 0,5, это я прекрасно помню. Вот таким образом я все это делаю, обвожу. И я даже вот так же и режу. Отлично, класс. Все у меня с припуском, все срезалось. То, что не нужно, уходит. И моя замечательная гипюровая вставка уже готова. Это у меня центр переда. Такая деталь, которая украсит мою блузку.
Конечно, она будет не моя, но я не расстраиваюсь. Я делаю красивую вещь для своей заказчицы. Тоже очень хорошее такое удовлетворение приносит в работе, когда твоему заказчику нравится результат. Для мастера это самая лучшая похвала. Итак, все, что мне не нужно, я убираю и оставляю вот этот гипюровый кусок, который вот так вот у нас будет выглядеть. Это ровная полосочка. Мои детали кроя готовы к прошиванию. Сначала я начинаю со сборки передней половинки, то есть у меня был низ один, у меня верхняя деталь и гипюровая деталька. То есть между собой мне их нужно стачать. Я эту операцию буду производить на машине оверлок. Если же у вас нет такой машины, посмотрите в своих настройках. Из-за того, что у нас ткань эластичная, чтобы она в дальнейшем не рвалась, наша строчка, посмотрите в настройках для эластичных швов. Если же таких у вас нет, у вас более упрощенная машинка, используйте строчку зигзаг. Она дает тот же самый результат. Итак, сначала я стачиваю свои детали полочки между собой изнаночными сторонами, уравнивая их друг с другом. Для простоты можете поставить иголочки, которые вам при машинных ваших работах облегчат вашу задачу. То есть у вас не будет сдвига ваших деталей. Итак, поэтапно строчку прокладываете, зигзаг, эластичная строчка, оверлок, все, что хотите. Моя передняя половинка туники почти готова, не хватает только рукавов. По тому же принципу я присоединяю рукава и делаю те же самые строчки. Вот и все. Скалываю их сначала с плечевым срезом, один рукавок и другой рукав. Лицевыми сторонами внутрь, не перепутайте, и прокладывайте строчку. Строчку стачивания рукава передней половинки к нашей основной детали. Передняя половинка готова. Чтобы нам достичь такого филигранного результата, очень-очень аккуратного, нам нужно прогладить каждый шов с изнаночной стороны. То есть утюгом каждый шов, который мы сделали, один-один, через тряпочку можно даже это сделать, чтобы не было у нас такой растяжки ткани. Чтобы этого избежать, через тряпочку паром отпариваем каждый шовчик, и у нас будет идеально ровная поверхность. Это даст нам классный результат. Следующий этап – соединение спинки и полочки. То есть нашу деталь мы уравниваем с плечевыми срезами и делаем те же самые строчки лицевыми сторонами внутрь. Вот так я это делаю. Скалываем, естественно, чтобы предотвратить сдвиги, и прокладываем строчки. Вот и все. Плечевые швы у меня уже готовы, я их прострочила, я их прогладила, и теперь я буду обрабатывать горловину. Для обработки горловины я использую косую бейку, которую вы можете тоже найти в магазинах, которые продают фурнитуру. Обрабатывать горловину я буду обычным стежком на обычной машине. Ширина шага у меня не должна быть ни большая, ни маленькая, то есть я ее ставлю где-то на 4 и начинаю по кругу все это дело делать. Обработка горловины косой бейкой у нас происходит в 2 этапа. Первый этап мы окантовали 1 раз косой бейкой горловину. Следующий этап мы ее подгинаем внутрь и еще раз прокладываем строчку на 1 мм по косой бейке. Тем самым с лицевой стороны она у нас будет совершенно незаметна. Она у нас вся будет с изнаночной стороны и нам даст такой очень красивый эффект.
после того, как мы все это сделали, нам нужно проутюжить эту горловину. Для этого мы не стали стачивать боковые швы, они у нас свободные, чтобы мы могли ее вот таким образом развернуть. И утюгом, не растягивая никакой элемент, мы ее все проутюживаем. Вот и все. После того, как горловина у нас завершена и проутюжена, мы должны перейти к следующему этапу – это стачивание боковых швов. То же самое с изнаночной стороны. Соединяем по боковому шву иголочками, скалываем все и прокладываем наш эластичный шов с одной и с другой стороны. Все. Роскошная туника почти готова. Остается только сделать срезы. Срезы я буду делать на специальной машине, которая прокладывает двойную параллельную строчку. Она специально для эластичных тканей. Если у вас таковой нет, вы можете сделать обычный зигзаг и потом проложить прямую строчку. Вариантов множество, делайте. Наша туника уже готова. Моя клиентка будет в полном восторге. И это именно то, что она носит, и то, что она меня просила. Вот эти мягкие формы, они скроют ее недостатки в ее фигуре. В любом гардеробе эта вещь просто будет незаменима. А сейчас мы приступаем к следующей нашей тунике, которая тоже будет напоминать этот стиль, но она будет немножко другая. Мы помним, что мы не выкинули наш воротник, который мы отпороли от страшной рубашки. И также мы имеем две планочки. Та же самая ткань, немножко другой у нас будет покрой, и все получится. Оцените. Принцип работы с выкройкой для второй блузки тот же самый. То есть мы начинаем от центра, центр переда, проводим длинную линию, ровную. И что у нас здесь? Какой у нас нюанс? Длину нам будет определять наша планка. Что это значит? То есть мы здесь накладываем вот на эту линию, которую мы нарисовали, с вами очень красиво, накладываем таким образом, чтобы в наших петлях было видно вот эта вот линия. И определяем по нашей планке, какая у нас будет длина нашей полочки, скажем так. Вот такая у нас будет длина. То есть здесь мы должны вот так это все сделать. Измерили, поставили, сделали отметочки. Вот, это длина нашего переда. Что дальше делаем? Дальше следующий этап, вот это мы убираем в сторону, и у нас был один такой воротничок. Очень такой воротничок, который не смотрелся в предыдущей блузке. Сейчас в новой блузке он будет смотреться у нас очень креативно и очень красиво. Как же нам его посадить на новую выкройку? Нам нужно ее приспособить к этому моменту. Чтобы это сделать, мы здесь помним, что здесь у нас заканчивается горловина уже рубашечной туники. И отсюда же у нас будет начинаться наш воротничок. То есть, когда изначально мы смотрели на эту страшную монстр-блузку, мы сделали с вами, если вы помните, отметки, определяющие центр спинки, и еще другую иголочку мы поставили. Это вот эта иголочка, которая у нас был плечевой шов. Вот эти мерочки, вот эти вот отметочки, они очень важные для того, чтобы создать новый вот здесь вот эту горловиночку нашу. Так, что я делаю? Я его складываю напополам. Вот у меня здесь эта иголочка. Я ее себе помечаю еще раз, чтобы мне было хорошо видно. И вот таким образом накладываю, вот таким образом, вот от этой точки, где у нас заканчивается горловина, я вот так разворачиваю. Вот. Это у меня будет новая горловина до иголочки. То есть здесь я вот так вот карандашом намечаю до иголочки, где у нас плечевой шов. Вы помните это, когда мы все это просмотрели изначально. То есть убираю, вот, здесь у меня будет горловина переда для моего воротника, чтобы я его опять туда могла вкачать. Теперь формируем горловину спинки. Каким образом это делать? То же самое вот отсюда, где у нас центр, вот, пожалуйста, иголочка и центр. Вот так вот. Накладываем. Такой небольшой полукруг рисуем здесь. Это тоже от иголочки до центра. Теперь по заднему полотнищу, как мы его видели сзади, где мы поставили в центре иголочку, и от плечевого шва. Вот у нас получается вот такая вот линия, которая у нас будет формировать горловину спинки.
Вот и все. Все готово. Красивая, она должна быть плавная. Вот этот размер, вот этот и вот этот дают нам вот эту половинную величину всю полностью. Таким образом, именно вот на эти отрезки мы уже будем сажать наш красивый воротничок. Теперь, что делаем дальше? Прямая линия, вы помните. Тот же самый принцип, не забывайте. 20 сантиметров. Вот так вот. С горловиной мы закончили. Вот эта точка, плечевой шов, из нее нам нужно провести вот так, как сейчас я сделала. Вот она у меня уже готова. Одна горизонталь. И то же самое, там, где вы сделали планочку свою, отмерили, это ваша длина. Тоже проводим горизонталь. Мерку, которую вы использовали для первой вашей блузки, мерка ширины, ее нужно перенести и на эту тоже самую блузочку. У меня это было 34,5. Вы помните, что мы взяли за измерение, какие величины? Это объем бедер плюс припуск, который у нас был 10 сантиметров, и поделили на 4. Вот это, когда мы разделили на 4 этот результат, мы определяем тем самым ширину изделия. То есть конечный результат мы переносим сюда, в наши горизонтали. Итак, у меня было 34,5 сантиметра. Я измеряю и ставлю вот здесь засечку. Пожалуйста. То же самое. Вот отсюда, где у меня центр, то есть наши линии мы уже сделали, какую-то часть плечевой шов. Я тоже отмеряю вот от центра, вот отсюда от центра, 34,5. Вот. Это ширина изделия. Теперь мне нужно вот эти две точки соединить. Я соединяю большим метром. Итак, ширину мы определили. Все то же самое, что и в первом случае. Единственный нюанс, который нам дал длину изделия, это длина нашей планки и воротничок, который дал нам новый срез горловины. Вот это очень важный момент. Будьте здесь внимательны. Что теперь мы делаем? Мы опускаем на 3 сантиметра. Будем делать наклон плечевого шва. Опустили на 3 сантиметра, сделали вот такой крестик жирный. Теперь проводим из точки, вот из этой, где у нас стык задней половинки и передней по плечу, вниз линию через точку, где у нас 3 сантиметра. Это новая линия плечевого шва. Вот она. Вот такая эта линия. Здесь я ставлю тоже 15 сантиметров, 10, кто сколько хочет. 15 то, что надо. И вниз опускаю 25 сантиметров. И это ширина нашего рукава. Вот она у нас готова. Теперь туника. Замечательная вещь. Делаем на глазок вот такой вот изгиб, плавную линию. И тем самым мы получили наш боковой шов. То есть наша сеточка уже готова. Все замечательно. В чем же нюанс, о котором я вам говорила? Почему наша следующая вещь будет немножко другой и немножко интересней? Для интереса мы будем использовать такой прием, как моделирование. Я хочу, чтобы вот эта часть у меня центральный акцент, он у меня немножко был с драпировочкой. Как же сделать драпировку? А драпировку делать очень просто. То есть я хочу, чтобы у меня в застежке была такая складочка очень красивая. Я делю участок вот этот моей передней половинки на несколько частей. Вот таким образом. Даже делаю это на глазок. Ничего страшного в этом нет. Вот так я разметила. Сколько у меня здесь? Одна линия, другая, третья. Ну, всего 4 линии. То есть я потом буду разрезать вот эту линию, оставлять здесь небольшой промежуток, чтобы у меня не распалась выкройка, и раздвигать эту выкройку. Но прежде чем к этому этапу приступить, мы должны сначала выкроить спинку, так же, как мы ее кроили в первом случае. То есть не разрезая наши выкройки, мы вырезаем просто по линии сетки
И накладываем на ткань и выкраиваем спинку, которая у нас будет цельнокроенная спинка. И оставляем это в сторону. Начинаем. Заднюю часть мы вырезали также по тому же принципу, что и в первой блузке. Теперь мы переходим к моделированию нашей второй блузки, нашей полочки. Итак, линию горловины, которая задняя часть нам не нужна, мы ее срезаем. И теперь здесь вот эти линии, которые мы нарисовали, по ним нужно разрезать, не доходя где-то сантиметр до бокового шва. И чуть-чуть эту выкройку раздвинуть. Моделировать мы уже будем на ткани. То есть вот она мне уже здесь лежит. Я уже ее положила, расправила лицевой стороной внутрь. И начинаю просто бумажную выкройку вот таким образом разрезать по всем вот этим линиям. Вот так. Вот и по этой линии тоже. Вот что из себя будет представлять наше моделирование. То есть мы должны раздвинуть вот эти куски, вот этой выкройки нашей уже на ткани, вот эти вот участки. Мы их будем потом собирать все в одну единую сборку, которая у нас в дальнейшем, вот сейчас вы можете видеть вот такое искривление линии. Потом она нам даст совершенно ровную линию, которой мы потом притачаем вот эту планку. То есть у нас будет эта планка держаться на сборочке очень красивой и мягкой. Из-за того, что у нас такая ткань мягкая, нам эта очень деталь очень как раз подойдет туда. То есть насколько мы раздвигаем на глазок, чтобы у нас пошло по ширине, вот это все прошло. Вот таким образом. Теперь, что я делаю? Я скалываю все это очень-очень аккуратно. Свою выкройку я хочу приложить, чтобы она мне не двигалась, чтобы у меня все точно-точно было. Иголочками. Так. Прикололи. И вот все моделирование, вот оно в принципе и здесь. Когда говорят, ах, моделировать это сложно, ничего нет сложного. Тем более сегодня у нас совершенно простая форма. И вообще моделирование – это очень интересный, увлекательный процесс, который может помочь вам создать любую вещь по вашему вкусу, что вам нравится. То есть вот тем самыми, обладая вот этими небольшими навыками и опытом, может быть, а может быть просто кому-то стоит с чего-то начать, с простого, естественно, вы можете добиться исключительных результатов. Вот оно, моделирование. Не так все и сложно, все очень-очень просто. Теперь, вот я ее всю приколола, очень хорошо. Мне теперь нужно всю эту выкройку обвести. То есть вот эти линии, конечно же, я обводить не буду, но я поставлю некоторые такие отметки, вы сейчас увидите, которые для меня будут давать ориентир, сколько я в сборочку это соберу, какой участок ткани, чтобы у меня вышла точность просто при посадке вот на эту планочку. Потом все мы это сделаем, и будет изумительно красиво. Итак, начинаем обводить. Припуски у нас те же самые, что и в первом варианте, то есть они у нас небольшие. Боковой шов, у нас на боковой шов мы оставляли полсантиметра. Заднюю часть мы уже вырезали с теми же самыми учетами. Тоже вот здесь вот мы сразу на глазок я это делаю, 0,5 провожу. Это у меня будет линия среза. Рукав. На рукав мы тоже не оставляли много. Я оставляла сантиметр в первом случае, и в спинке второго случая тоже 1 сантиметр. Ну, хотите, отмерьте, хотите, тоже на глазок сделайте, чтобы нам потом
дало это всю точность. Вот, плечевой шов мы тоже обводим. И там же у нас был припуск 0,5, такой маленький. Горловина мы обвели. Припуск 0,5 и здесь мы соблюдаем. Это у нас будет здесь воротник. Для воротника нам не нужно большой припуск, потому что утолщение нам будет мешать. Теперь, что я делаю? Вот я вот по верхнему вот этому срезу, теперь у нас это будет срез, вот такую касательно своему чертежу провожу вот такие линии. Мне немножко неудобно, я пододвину вот сюда. Вот. Я все сделала. Вот я все сделала. Все у меня очень хорошо получилось. Очень хорошо у меня получилось. И теперь что я должна сделать? Вот этот последний промежуток, вот этот участок, я здесь делаю небольшую засечку. Это у меня будет здесь заканчиваться моя сборка. А вот здесь, это у меня начало моей сборки. Я тоже ставлю такую засечку. Вот этот участок я буду прокладывать строчку, которую я потом буду присборивать. В конечном итоге я должна ее присборить, чтобы у меня был вот такой отрезок, как на моей планочке. Какой же здесь припуск мы оставляем? Для начала, чтобы проложить красивую сборку, мы оставим 1 сантиметр. Потом мы высечем, излишек срежем и оставим также 0,5. Вот и все. Вот так. Вот 1 сантиметр. Раз и готово. Низ изделия. Сколько мы оставляем? Мы оставляем мало. Это от сантиметра до 2 сантиметров. Больше не нужно. Вот у меня все готово. Теперь мне нужно выкройку бумажную мою отколоть и уже все это дело вырезать. Начинайте. Значит так, сейчас я сняла бумажную выкройку, у меня получилась вот такая вот интересная вот здесь вот моя деталька. Мы помним, что мы ее сложили в 2 раза лицевой стороной внутрь. Вот это все дело проделали, которое называется моделированием. И теперь мы должны аккуратненько все это по припуску вырезать. Вот, в принципе, и все на этом этапе. Моя деталь уже вырезана, это 2 детали у меня, мои полочки. Я поставила 2 рассечки. Эти рассечки обозначают, что от этого конца, вот до этого конца мы прокладываем строчку, которую мы будем использовать для сборки. Наша строчка, она должна быть очень большим шагом сделана, чтобы мы ее могли стянуть. То есть по припуску, вернее, даже не по припуску мы срезали. По этому шву, где мы обвели, по нему конкретно прокладываем вот эту строчечку. Вот и все. То есть в конце мы потом, когда это все соберем, нам будет вот такой у нас результат. Очень красивый. Вот такая драпировочка у нас будет. Шикарная просто. Вы все это увидите. Я свои 2 детали полочки прострочила вот этим швом, который сейчас я буду делать сборочку, и я вам покажу, как поставить планку. Итак, если мы строчку прокладывали с изнаночной стороны, тянуть мы будем с лицевой стороны нашу ниточку. Если мы сделали это наоборот, то есть мы будем уже тянуть с изнаночной стороны нитку. Вот такой вот закономерность существует такого плана. И вот мы теперь делаем очень нашу красивую сборочку. С одной и с другой стороны я подтягиваю очень аккуратно, чтобы у меня все это не порвалось. Вот я так это все делаю красивенько. И с одной, и с другой стороны вам это нужно проделать.
И следующий этап, когда мы уже создадим вот эту сборочку, она у нас должна быть вся равномерная, красивая, мы будем ставить нашу планку. То есть это наш первый будет этап. А потом уже вещь будем собирать, как мы делали в первой нашей блузочке. То есть у нас все поэтапно, все разбито. Секрет в чем? Чтобы создать вещь, и она у нас всегда была правильной и красивой, нужно порядок соблюдать. Это необходимо просто. И вам дает это и скорость в вашей работе, и точность в вашей работе. И еще такой нюанс, очень важный, такой типс, скажем так, это проглаживать нужно каждый узел, каждую узловую обработку. То есть вы сделали плечевые швы, прогладьте, сделали боковые швы, прогладьте. Не так потом все прогладить. Все нужно проглаживать по ходу своих операций. Это очень-очень важно. Это вам даст такой аккуратный вид в вашей работе. Итак, вот они мои планки, вот они у меня есть. Я уже сделала сборку с одной стороны, и теперь я должна уравнять. Вот у меня получилось все точно. Чуть-чуть выходит, и я это опять собираю. От засечки до засечки, формирую, чтобы у меня было все равномерно. И теперь, что я делаю? Вот у меня лицевая сторона. К изнаночной стороне я вот так прикладываю все это дело. Петли к изнанке. И иголками вот так вот скалываю по срезу. Если этот шов большой у вас, вам необходимо будет его потом высечь и оставить его 0,5, то есть полсантиметра. Толщина в этом случае не нужна, потому что у нас двойная вот эта деталька, наша планочка, а она у нас проклеена клеевой, дублерином специальным для петель, чтобы они у нас форму имели. И вот так вот я очень аккуратно все уравниваю и прикалываю. Потом вот этот припуск большой, я тоже оставила большой припуск, у меня здесь сантиметр, даже чуть-чуть побольше, я его потом срежу. Так вот я все делаю, очень-очень аккуратно. То есть работаем мы в этом случае с лицевой стороны. Вы видите, я с лицевой стороны это все делаю, а планочка моя идет с изнанки, вот так вот. Ну, в принципе, все. Иголок у нас достаточно. Сдвигов у нас не будет. Вот так. И теперь мне нужно будет проложить закрепляющую строчку от начала до конца. Когда мы все это сделаем, у нас вот так вот мы перевернем это все и потом подогнем. Это будет наш следующий этап. Мы притачали наши планочки к нашей сборочке. Теперь, что мы будем делать? Теперь мы ее вот таким образом повернули сюда. Теперь все смотрит на лицевую сторону у нас. И там, где пуговицы, и там, где петли. Теперь нам нужно вот этот припуск, который нам сделал всю эту сборку, нам его нужно развернуть внутрь и планку тоже подвернуть, как бы его перекрыть. Все это мы делаем иголочками и с одной и с другой стороны. Все это выпрямляем, формируем, чтобы все было красиво. Закрываем срез планки, загибаем его внутрь к нашей блузке. Так вот, по всей длине это проходим и с одной, и с другой стороны. Здесь придется вам почаще поставить иголочки. Потом, после того, как вы эту операцию проделаете, вам нужно проложить одну маленькую строчку, которая закрепит вот эту всю ситуацию, скажем так. Да, ситуацию такую надо будет закреплять, конечно. Вот я все это делаю. Продвигаюсь по всей длине, перекрываю этот шов весь, вот эту нашу сборочку, расправляю ее. И проложим одну строчку, которая все это дело закрепит. У меня почти все готово здесь.
Верх я сделала, теперь низ. После того, как мы прострочим вот эту же планку, она у нас будет готова, вам нужно будет приутюжить. То есть утюг не должен касаться ваших драпировок, вам нужно только утюгом, носиком утюга, вот этот шов немножко его сделать более плоским, я бы так сказала. И с одной, и с другой стороны, естественно. Очень просто, очень аккуратно. Ну вот и все. Вот здесь на миллиметр, на 2 миллиметра я буду делать отделочную строчку, которая у меня закрепит вот эту всю у меня сборочку и с одной, и с другой стороны. Передняя половинка готова. Приступаем к соединению спинки и нашей полочки. Тот же принцип, что и в первом варианте. Плечевые швы. Сначала их мы стачиваем и потом, естественно, проглаживаем и сразу же переходим к воротнику. Приступайте. Плечевые швы готовы, застежка готова. Наш следующий этап – это как посадить на нашу горловину наш воротник. Те засечки, те знаки, которые мы поставили, иголочки наши, это центр, плечевой шов, конечно же, край воротника, мы должны по кругу все это приколоть. То есть у меня на лицевой стороне одну часть, вот она у меня вот так раскрыта, воротника, лицо с лицом я соединяю. По контрольным своим засечкам, это у меня иголочки, я скалываю. То же самое здесь. Плечевой шов и край. Вот таким образом. Теперь вам нужно излишек, если у вас есть, у меня вот есть небольшой излишек, из-за того, что у меня этот трикотаж, в процессе обработки у меня была небольшая растяжка ткани, ничего страшного, рукой вы можете припосадить, и это вам даст еще лучшую посадку вашего воротника. То есть иголочками пройдите вокруг весь этот участок и проделайте одну строчку, и следующая строчка, я вам покажу, как перекрыть вот этот срез, у нас готовый срез, по тому же принципу, как мы делали наши обтачки, вот эти планочки. То же самое, начинайте. После того, как мы проложили строчку, закрепляющую наш воротник, то есть эта строчка была, мы соединили воротник и наше основное изделие лицом к лицу, вот так, и здесь мы вот так проложили одну строчку. Теперь вот этот срез нам нужно перекрыть другой частью воротника, то есть чтобы он вот так все зашло внутрь, весь наш срез. Тоже при помощи наших портновских булавок вы все вот так вот прокалываете полностью и потом на миллиметр от края прокладываете другую строчку. По такому же принципу, так же, как мы делали наши обтачки, вот эти планочки. Чтобы вас не утомлять, я этот процесс показывать вам не буду. То есть тот же принцип, что и в первом случае, в первой нашей блузке, мы, естественно, используем. И просто последовательность. Учитывайте это очень важно, соблюдайте последовательность. Итак, сейчас я буду перекрывать просто это иголочками. Я покажу как, вот так, очень просто. Вот этот весь срез у меня должен зайти внутрь, по кругу. Так же, как в первом случае я, когда ставила воротник, то же самое я делала, вот так. Ничего не забываем, расправляем все. Вот так. Перекрыли. Таким образом. Очень красиво. Все аккуратно. И после этого, как я уже вам сказала,
прокладываем на миллиметр строчку, которая закрепит полностью этот срез и нам даст чистый красивый воротник. Вот и все, в принципе. И вот мы перекрыли наш срез, получилось все очень шикарно, потому что мы все это проутюжили, придали форму нашей горловине, вот этому будущему воротнику. Он уже не будущий, он уже свершился. Итак, последний заключительный этап. Что же мы будем делать? Так же, как и в первом случае, в первой нашей блузке мы стачиваем боковые швы, естественно, мы их проутюживаем. И также завершаем нашу обработку. Это подгибкой, наш низ изделия и подгибку рукава. Вот и все. Ну вот и все. Наша другая туника тоже готова. Она очень интересна, потому что мы сохранили нашу планку и пуговицы, и также сохранили воротник. Деталью, моделирующей всю блузку, у нас была вот эта драпировочка. Вот он, пожалуйста, наш рукавчик. Он очень красивый, он падает красиво вниз. Не спадающая мягкая ткань, мягкая форма. Моя клиентка, она женщина средних лет. Она такая шикарных, пышных размеров. То есть это полностью в ее стиле, в ее вкусе. И даже цветовое решение – это полностью моя заказчица. Она будет очень довольна. И, конечно же, наш первый вариант – это более простой современный вариант для каждого дня, для утренних часов, для наших прогулок и всего такого прочего. Оцените, дерзайте, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Переделка и шитво – это просто и легко. Пока!